на мою русскую фару гадили европейские мухи. И если вы думаете, что найти недорогие запчасти на Теслу очень легко, вы сильно ошибаетесь. Если денег, как у дурака фантиков, то, конечно же, можно купить и новую Теслу, можно купить и подержанную, и не запариваться на всякое битье. Но я уже запарилась, и суть проекта заключается в том, чтобы за 4 миллиона получить ту машину, которая по рынку стоит 8, и рассказать вам об этом, как это вообще бывает, и сделать ее хорошо. И это я сейчас оправдываюсь так за то, что у нас настолько затянулись сроки. В конце этой серии вы увидите полностью собранную морду, да, пускай только внешне, и пусть она выглядит как Франкенштейн, вся будет в разных цветах, но тем не менее. К концу серии это действительно будет автомобилем. А пока давайте расскажу, что же у нас изменилось. Лобовое стекло срезано. А вон видите сзади стекло? Обошелся он, кстати, в 60 тысяч рублей. В процессе, когда ребята разбирали машину, я попросила, чтобы досконально проверили геометрию и все швы. И мы решили все-таки некоторые швы проварить. Для этого была снята, в том числе и поэтому, была снята передняя панель. И здесь у меня сейчас внутри просто Армагеддон. Помните мой левый лонжерон, смотревший в небо? Ну вот он, лонжерончик новенький. И видите, вот тот вот красный клей, который как-то мы показывали, не помню, то ли на каком-то Model S, то ли скорее на Model X. Красный клей, который оставался после того, как мы вырвали старый лонжерон на битой машине. Вот теперь новый красный клей, вот здесь вот вы можете наблюдать. Ребята только что меня торжественно спросили: Лена, ты готова встречать свой капот? Да, ребята, я готова встречать и не только капот. Что касается запчастей, ребята, эту машину я могла собрать еще в конце октября. Просто задорого. Да запчасти, на самом деле, можно было заказать и за 2 недели. И эта машина уже давно бы каталась по улицам Москвы. Но о чем тогда этот проект? Я делаю проект о том, как все сделать минимальными затратами. Мы снимали машину здесь, там, сям. Запчасти добывали в разных местах, в разное время. То есть снималась эта серия много дней. А если вы хотите наблюдать последние новости по этому и другим моим проектам, а в том числе и понимать, что я не расслабилась, не забросила Теслу ни в коем случае, так вы можете подписаться на Инстаграм Лиса Рулит, потому что там я регулярно выкладываю фотографии обо всем происходящем. Так, давайте про рулевой механизм. Короче, у меня же рейка рулевая была немножко конченая. Так, сейчас она пришла из ремонта, и сейчас ее поставили. Правильно, Сереж, говорю, да? Сейчас у меня весь рулевой механизм, я вижу, установлен, да? Да. Вон. Навье. До руля. Навье. Навье, прям навье, Армен, прям навье. Новый. Ну ладно, новый, но немножко отремонтированный, да? Кстати, по поводу рейки, ребята, ну, конечно же, я знала, что она отремонтирована, и никакие решения здесь без меня не принимаются, но просто... И это особенность Теслы, нужно понимать и взвешивать здесь все. Я могла бы купить новую рейку, она пришла бы ко мне из Европы, и далее я получила бы гарантию от производителя год. А дальше я бы думала, если вдруг что, а как я эту гарантию вообще реально осуществлю? Я предпочла ремонтную рейку с гарантией здесь, с российской, которую я теперь точно знаю, как стрясти, если вдруг что-то случится. Ребят, вот на чем я считаю вообще нельзя экономить, это на проводке. Вот представляете, мы все это соберем, все поставим, сложим, а потом у меня где-то что-то будет по электрике сбоить. Вот мне этого точно не нужно. Поэтому вот видите, вот эта вся требуха будет заказываться новая. Она стоит, по-моему, 650 евро, точно не помню. Короче, вот это все, несмотря на то, что визуально можно посмотреть и сказать, что там ничего перебитого нету. А хрен его знает. А как понять точно, есть или нету? Каждую косу прозванивать? Да пошло оно. Короче, в итоге разоряюсь на 650 евро и покупаю вот это вот целиком. Куда надо нюхать, чтобы понять, что там масло компрессорное? Это не должно никуда войти. Это же компрессор кондиционера, судя по запаху. Я, по-моему, в одном из видео говорила вам о том, что у меня 422 лошадиные силы. Стала выяснять мощность своих моторов, и оказалось, что у меня 525, по-моему, лошадей.
Да, нет, стоп, 518. Стыд! У меня 518 лошадиных сил, короче, оказалось в итоге. И открываю я документы, гляжу в документы и вижу, Женя, покажешь, что у меня по документам 525 лошадиных сил. Понимаете? То есть у меня тут нисходняк вообще всего и везде и совсем. Пока мы тут работаем, котовасики курочку трескают, а мы, между прочим, тоже голодные. Я, кстати, в одном из прошлых выпусков случайно оговорилась. В начале выпуска я сказала, что машина из Нидерландов, а в конце выпуска сказала, что она из Норвегии. Ребята, я знаю, что это разные страны. Просто я обычный человек, я могу иногда ошибаться. А вот Женя накосячил, не заметив это на монтаже, Евгений. Да, на самом деле и монтаж принимаю я, и я тоже накосячила. Ребята, машина из Голландии, из Голландии этот автомобиль. Может, не будем это выкладывать? Все же думают, что ты сама монтируешь. Играешь в кроссаут, монтируешь. Играю в кроссаут, монтирую. О, дура. А за 4 ляма могла вполне нормальную Бентли купить. Кстати, Бентли, ты помнишь, которую ты делал, продали за 1 400 000. И не видит здесь двигателя внутреннего сгорания. Если нет двигателя внутреннего сгорания, значит машина что? Значит, Не ты может старпер, ездить. вот что. Да. В общем, этот старпер приехал для того, чтобы мне сказать, что я осуществила глобальную ошибку в покупке этого автомобиля. А, собственно, на его канале вы можете увидеть такие же древние автомобили, Как и я сам. как и мы с Ваней, собственно. И подпишитесь туда, это не будет лишним. Вам правда понравится, потому что когда видео делает профессиональный ведущий с федерального канала, это совершенно другая история. Многие автоэксперты, когда возвращаются из школы, пишут в комментариях: «Лиса, битая машина – это уже не машина, ты делаешь фигню». Друзья мои, ну да, битая машина – это уже немножко другое. Но дело в том, что машину можно собрать очень по-разному. Можно собрать круче, чем на заводе. Можно сделать просто уникальную ручную сборку. Можно сделать просто очень качественно. А можно сделать говно, как делают перекупы на продажу. Я барыга со стажем, все это делается элементарно. Так вот, у меня вариант между самым лучшим и просто очень хорошим, потому что я реально делаю эту машину для себя. Те запчасти, которые нужно покупать новыми, покупаются новыми, а те запчасти, которые можно купить подержанными, но они в идеальном состоянии, я покупаю подержанными. Вот вам и разница. О, господи, это же фара! А что я хотела сказать? Что-то задумчиво. Вспомнила. Ребята, многие из вас меня удивили, написав в комментариях о том, что как же так, можно будет потом поставить на учет машину, которая ввезена как запчасти. А кто вам сказал, что эта машина ввезена как запчасти? Она, да, ввезена как битье, но тем не менее на нее получены совершенно обычные документы. Она ввезена как машина. В Теслу мне еще только предстоит установка кнопки GLONASS, а вот для владельцев автомобилей Hyundai у меня есть прекрасная новость. Теперь они могут чувствовать себя еще увереннее на дорогах, потому что бренд запустил новую программу лояльности под названием «Помощь на дорогах». Вы меня спросите, так в чем же она заключается? А я вам отвечу. Если у вас пробило колесо, не запускается двигатель, нужно вскрыть свой автомобиль, отключить сигнализацию, кончился бензин или вам нужна техническая консультация или эвакуация, то как раз вам здесь и поможет эта программа. Работает она очень просто. Вы жмете кнопку SOS, которая установлена у вас прямо в салоне, и уже буквально через несколько секунд с вами связывается оператор, который помогает вам решить проблему. Программа «Помощь на дороге» теперь будет во всех автомобилях Hyundai, оборудованных устройством Era GLONASS. Все новые автомобили подключаются к программе бесплатно. Всем советую и желаю удачной дороги. А вот та белая, которая являлась донором для части запчастей для моего автомобиля, она ввезена как запчасть. И ввезена не целиком, ребята. Она пришла в Литву, там от нее был отпилен нужный кусок, и этот кусок потом пришел ко мне в Москву. Вот, собственно, и разница. Действительно, машину, которая ввезена как запчасти, на учет потом не поставишь. Судя по состоянию дисков, я еще ко всему прочему пристроилась и на Воссоны. Сережа, а что мы делали и зачем с батареей? Зачем мы скинули батарею? Потому что мы хотели поменять тормозные трубки. Вот. Мы решили, что мы на всякий случай это перебдим, а не добдим. И поставим все новое. Это к вопросу о том, какие запчасти могут быть новыми, а какие можно взять подержанными. От того, что крыло у меня подержанное, ничего страшного не произойдет. А это что вы несете такое?
Поврежденные старые тормозные трубки. Вот, видите, какие молодцы. Вы все купили новое, да? Да. Короче, батарею скидывали, потому что вот эти вот огроменные трубки, они идут как бы над батареей, правильно, Сереж? Да. Ну, то есть они под, получается, если смотреть снизу, а если смотреть сверху, они над батареей. Именно поэтому батарею пришлось скинуть. Так, пошел бампер, да. Мой Франкенштейн становится уже практически готовым. Постепенно. Да, прям вот сейчас капот закроем и прям зарычит уже. Короче, в следующей серии, я так понимаю, что у нас уже вообще все будет готово. И мы поедем на покраску, ребята. Или покатимся. Или покатимся на эвакуаторе. Нет, мы поедем, я верю, мы поедем. Ну что, я вам обещала, что мы под конец выпуска соберем морду. Ну так мы ее и собрали. Затрат и работ еще вот так. Кстати, про затраты. На данный момент я потратила дополнительно к стоимости машины еще 260 тысяч рублей. Но мне предстоят большие расходы, чем те, которые я сделала сейчас. А какие эти будут расходы и на что, я вам расскажу в следующей серии.